Промышленные выставки прошлых веков — великая тайна, которая, несмотря на обилие сохранившихся материалов, очень мало освещается в современном медиапространстве. Сохранившиеся достаточно качественные фотокаталоги выставок не просто приятно смотреть, они заставляют задуматься о многом. Как вы поняли, речь пойдет о промышленных выставках, которые проводились во многих странах как в XIX веке, так и в начале XX века. Не исключением была и Российская империя, в которой эти выставки проводились регулярно вплоть до 1917 года, после чего по понятным причинам прекратились. Но, как ни странно, в других государствах и даже на других континентах с небольшой задержкой во времени они прекратились тоже. Может, здесь есть какая-то причинно-следственная связь? Давайте посмотрим. Как ни странно, при всем многообразии выставок в России и за рубежом материалов, содержащих их фотокаталоги, очень мало. На отечественных ресурсах их практически нет в свободном доступе, но при этом имеется невообразимое множество оцифрованных текстовых отчетов и каталогов по этим выставкам. В зарубежных ресурсах картина выглядит чуть лучше, и при этом попадаются интересные материалы из России того времени. Очень странный факт. Но давайте по порядку. Вот в таком дворце она проходила. Имелись еще другие места, но главное действо происходило здесь. Это дворец Марсового поля в Париже. Как ни странно, дворца до сегодняшнего времени не сохранилось. Или другой вид, после застройки Марсового поля. Что-то вид Эйфелевой башни слегка странный, какие-то шарики закреплены на ее несущих деталях. Глянем-ка поближе, но с другой стороны, оба фото башни от 1900 года. Интересная получается ситуация. На башне того времени стоит какой-то арочный карниз с лампочками, а если приглядеться, между арками стоят какие-то столбики, которые похожи на столбики, находящиеся на крыше дворца Марсового поля. А что на башне сейчас? Правильно, совсем не то, и даже за башней все по-другому. Но оказывается, все просто. Сама Эйфелева башня изначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой Парижской всемирной выставки 1889 года. Получается, она изначально составляла с дворцом Марсового поля единый ансамбль, и, соответственно, единую инженерную сеть. Значит, исчезновение дворца и карниза на Эйфелевой башне каким-то образом связано. Начинаются чудеса. Но нам будет больше всего интересен дворец машин, который тоже до настоящего времени не сохранился. Подобная несохранность для Европы — очень странное явление, но тем не менее факт есть факт. Именно здесь сосредотачивались все мировые достижения машиностроения того времени. И сохранилось очень много фотоматериалов о тех выставках. Давайте углубимся именно в них, фото 1889 года. Как ни странно, среди машин почему-то сосредоточено много каких-то церквей в миниатюре, и на некоторых видно, что внутри их тоже есть какие-то механизмы. Для чего? Так бы и было непонятно, если бы в этом же сборнике не лежало вот это фото. Что за водокачка стоит на заднем плане? А водокачка ли это вообще? Для водокачки в таком климатическом районе слишком смелое решение. В мороз она бы перестала функционировать почти сразу. Скорее всего, это некое модернизированное купольное сооружение, которое неким образом воздействует на столбики, находящиеся на крыше здания на заднем плане. Не исключено, что это сооружение также воздействовало на столбики, стоящие на карнизе Эйфелевой башни. Когда это все снесли, карниз на Эйфелевой башне стал не нужен, и, собственно, его заменили на упрощенный. А до этого он работал примерно так, фото 1905 года. А наши церквушки, похоже, имели какое-то отношение к машинам, стоящим в павильоне. Имеется много фото с других выставок, где существует подобное соседство. Это выставка 1905 года в Женеве. Не совсем заметно, поэтому специально увеличил 2 фрагмента с этого фото. Оказывается, хорошо знакомый всем обелиск с лампочкой наверху тоже является частью вселенной машины. Только не понять,
ведущим или ведомым звеном. А тут количество церквушек вообще зашкаливает, особенно прикалывают две байды, обведенные внизу. Лично мне тут они попались в первый раз. Аналогичные вещи присутствовали и в Париже. А как у нас? Как ни странно, это тоже картинки с выставки. Не по теме, но характеризуют четко. И тем не менее, на Амурско-Приморской выставке 1898 года в ГЭФ Благовещенске, достаточно захолустной для того времени, наблюдаем такое вот фото. Снова видим непонятную машину, обведенную ранее на зарубежных выставках. В любом случае машина подразумевает получение механической энергии за счет преобразования любой другой, даже другой механической, велосипед, например. А какая энергия преобразовывается здесь? Паровая точно ни при чем, иначе агрегат выглядел бы по-другому. И купол наверху лишний раз подтверждает, что в данном случае использовалась природная электрическая энергия, которую как-то умудрялись получать при помощи этой спиральной ёлочки. Но это присутствует не только на этой выставке. Как видно, около 100 лет назад мастера владели секретами получения и применения очень дешевой энергии, из-за чего некие силы не только уничтожили это оборудование, но и сами выставочные павильоны, и запудрили всем интересующимся этими выставками мозги на 5 поколений вперед. Про Нижегородскую ярмарку стоит написать отдельно, ее респектабельность как внутри, так и внешне не уступала парижской. А как вы думаете, что сейчас находится на ее месте? Правильно, пустырь в Канавинском районе г.н. Новгорода, и даже по телевизору его регулярно показывают с мечтами о возрождении ярмарки. Но эти мечты, увы, так и останутся мечтами. Даже если решат ее возродить, где-то очень глубоко допускаю такую мысль, то таких действующих церквушек и столбиков не построят уже никогда. Столбики, как вы поняли, это те, которые стоят на крышах павильонов. В этих столбиках имеется небольшой секрет, благодаря которому они могут поджигать газонаполненные лампы, примерно так. Чтобы понимали, о чем речь, приведу фото из тех же выставочных залов Парижа после 1920 года. Это фото 1922 года. Как видим, ни одной церквушки, да и выставка на этом месте продержится еще несколько лет, и все павильоны будут снесены. Это 1923 год, и то же самое. Столбики в здании стоят скорее как декор, так как снизу к ним не крепится колба с неким веществом. И везде унылое электрическое освещение, исполненное в том виде, в каком оно сейчас. Кроме иллюстраций в книге имеются краткие описания экспозиций основных участников. Вот, что привлекло внимание автора книги в германской экспозиции. Однако самым интересным из всех представленных материалов был электромагнитный телеграф с дополнениями и улучшениями экспонента для системы американского профессора Морзе. Это была разновидность регистрирующего телеграфа. Его своеобразное расположение можно описать таким образом: под кончиком карандаша, который был связан с электромагнитом, медленно выходила длинная полоска бумаги из бумажного валика, на который она была намотана. Таким образом, на бумаге, когда она разворачивалась, чертилась прямая линия, пока электрический ток через провод не приводил в действие магнит и не изменял положение карандаша. Таким образом, на бумаге делался знак, и должно быть очевидно, как легко этот принцип, когда он будет достигнут, может быть применен на практике для передачи интеллекта. Машиностроение. Огромная экспозиция машин всех видов на Великой выставке привела Англию к гордому положению среди конкурирующих наций, поскольку все ее вклады были выдающимися по новизне, полезности и совершенству изготовления. Здесь были морские паровые двигатели с 4 цилиндрами, мощностью в 700 лошадиных сил, которые, как говорили, были самыми большими, но изготовленные для судов с винтовыми винтами. Там были новые и гигантские локомотивы с 8 колесами после конструкции Крэмптона, которые могли бегать с абсолютной легкостью со скоростью 70 миль в час. Из-за особенностей положения ведущих колес, ось которых была расположена за топкой, механизм, который давал большую сравнительную устойчивость движения, особенно на высоких скоростях.
Двигатель, динамо и генератор переменного тока, впервые показанные Джорджем Вестингаузом, впоследствии стали основными инструментами электроэнергетики. Из проспекта выставки «Электричество». Экспозиция предоставляет 17 тысяч лошадиных сил для электрического освещения. Это в 10 раз больше, чем во время Парижской выставки 1889 года, и будет поставлено 9 тысяч ламп накаливания и 5 тысяч дуговых ламп. Одна только электростанция стоила $1 миллион, грандиозный фонтан стоимостью $50 тысяч, диаметром 150 футов, стоит у административного здания. Его воды освещены электричеством.